Привет, 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 песеры, с вами Морж, и да, в eFootball 2022 можно зайти, уже часа полтора назад я в Телеграме опубликовал, что через VPN Японии пускает в игру, работает хреново, онлайн работает хреново, тем не менее я могу вам показать мой первый матч в 22 части, надеюсь вы его поддержите, надеюсь вам будет интересно. Да, игроки не прокачанные, но при этом, мы мобильщики, у нас куча игроков пооставалась с прошлого сезона, поэтому команду, конечно, собрать будет абсолютно несложно. Я уверен, вам будет интересно, как игроки у нас ведут себя теперь в 22 части. И вы можете мне сейчас сказать: Морж, логично, чтобы ты показал свой первый вход в игру. Ребят, с этим есть некоторые сложности, и в этом проблема японского VPN. Поэтому следующее мое видео будет первый мой вход в игру, кого из икон у меня забрали, что мне вместо этого дали, что там по команде, что можно формировать, что у нас есть в игре, будет видео следующее. Пока что давайте насладимся геймплеем, новым для нас геймплеем. Сразу меняю я, само собой, камеру, не люблю я такую. Да, ребят, стик остался, я поставил его плавающим, и чтобы он был виден. На всякий случай, потому что я до сих пор немножечко теряюсь. Честно вам скажу, комментирую я, естественно, после матча. Матч я прям такой сел, задротил, прям втыкнул и играл, чтобы показать вам действительно какой-то хороший результат. И сразу могу сказать, по крайней мере, мне так показалось, очень сильно показалось. Я играл в 22-ю часть на ПК, и здесь, немножечко физика другая. Мне кажется, в этом сейчас на самом деле и проблема, то, что нам сразу не завезли кросс-платформу. Скажем так, 22-я часть сейчас работает и не на старом движке, и не на новом движке. А такое ощущение, что она работает на каком-то собранном монстре из этих двух движков. То есть физика это не совсем 22-й части, но и не 21-й. Поэтому привыкать, конечно же, придется. То есть действительно я парился, я там водил этими пальцами по кнопкам. Я вам показывал, что у нас там с управлением. Кучу новых команд добавили. Тем не менее, в принципе, поиграв, где-то минуте на 20-й, на 30-й уже первого тайма, я начал чувствовать себя вполне себе вольготно. Я понимал, как и куда двигаться. Действительно, здесь в 22-й части у нас очень сильно будут решать стрелки. И что я больше всего охренел, первый момент, на который я обратил внимание, посмотрите, у Нойера уже начала заканчиваться выносливость. И я такой: так, стоп, что за херня происходит? Мне кажется, это баг, мне кажется, это поправят, но на данный момент, посмотрите, у Нойера, в принципе, отнялось выносливости примерно столько же, сколько у нападающих, которые двигались по полю. И дальше вы это увидите, я немножко прихерел, если честно, с этого. В остальном игроки чувствуется вес игроков, чувствуется инерция игроков, и да, после 21 части к этому нужно будет привыкать. Тем не менее, вполне себе играбельно, на удивление, вполне себе играбельно. Почему я не пошел в онлайн? Опять же, ребят, через японский VPN с таким пингом я просто не готов был к этим лагам, багам и всему остальному. Поэтому первый матч я поставил себе, по-моему, сложность лучший игрок, если я не ошибаюсь. И здесь я, кстати, обратил внимание на второй момент. Вы только что видели Эрнандеса. У него больше, чем половина выносливости уже нет. А идет 20-я минута матча. И я такой: чего нахрен? Чего нахрен? И потом в конце, даже не в конце, в середине уже второго тайма у меня просто все игроки подохнут. Посмотрите на выносливость Эрнандеса. Да, я понимаю, что он не прокачан. Да, я понимаю, что у него не прокачан стиль. Нойер тут молодец, на выходе играет. Нойер имба вратарь, ставьте, поверьте, не пожалеете. Я, конечно, еще Чеха не пробовал, в ПК-версии его не было. Но пока Нойер просто киса, рыба, мака, 10 из 10 с мурашками на кончиках пальцев ног. Так вот, Эрнандес у меня просто сдох настолько быстро, я не понимаю. У нас, в принципе, я думаю, те, кто играли в 19-ю часть, помните, что выносливость, она расходовалась, не то чтобы сильно. В 20-й, ее начала расходовать больше. Сейчас у меня такое ощущение, что она просто сгорает. Не верю я, что это не от прокачки игрока. Эрнандес изначально на первом уровне имеет рейтинг 80. При рейтинге 80, наверное, какая-то выносливость у него уже должна быть. А посмотрите, 26-я минута, он мертвый в принципе. Он мертвый просто, мертвые пчелы не гудуть, как говорят у нас. Мертвые пчелы не гудят, если вы не понимаете мой прекрасный украинский язык. Короче, по этому варианту у меня реально дохренища вопросов. Простите, у меня тут набрал мобильный. К сожалению, я его забыл выключить. Я думаю, вас это не сильно отвлекло. Так вот, по выносливости игроки просто горят. Возможно, да, это из-за того, что я там двумя игроками постоянно прессингую. Возможно, постоянно из-за того, что я их двигаю. И я привыкну к этой механике, и будет оно как-то по-другому. Но пока что мне кажется, что это ошибка. Что это ошибка, которую нужно исправлять. Выносливость горит что-то уж слишком быстро. На ПК и консолях, поверьте, в 22 части она далеко так не горит.
В остальном, само собой, я пока не разобрался с финтами, зато вот перехваты здесь начали нахрен работать, как в 22-й части. То есть реально неаккуратно отданная передача, хоть сильно, хоть не сильно, если пролетает рядом с игроком противника, он ее будет перехватывать. И действительно многим придется переучиваться. Вот мне просто на самом деле, я так внутри сидел, играл матч, думал, а вот те ребята, которые рулили в турнирах в 21-й части, смогут ли они перестроиться на вот такую модель игры и рулить 22-й? Само собой посмотрим, конечно же, финалы турниров у меня будут, да и сам я, естественно, поучаствую. Почему бы и нет? У меня сейчас хорошее действительно настроение. Знаете, по-моему... Да, кстати, сейчас обращаем внимание, мой первый забитый гол. Я нажимал на празднование, я хотел посмотреть, как футболисты выглядят вблизи, но почему-то празднование мне решили не показывать. Первый забитый гол, это, мать его, исторический момент в 22-й части. Но тут, кстати, сразу будет сейчас второй забитый гол, поэтому это, мать его, второй исторический момент в 22-й части. Здесь у меня уже празднование сработало. Ну и по графену. По графену, что тут можно сказать? У меня стоят максимальные настройки, у меня стоит 60 FPS. Ну вот так вот выглядит PES Mobile. И типа ничего с этим пока что не поделать. В общем-то, я не вижу особо сильной разницы по поводу 21 части. Ну вот серьезно. И все-таки да, действительно, мы ждали какую-то, ну пусть не прорывную графику, а возможно, вот я бы на это все накинул сглаживание. Хотя бы 4-иксовое. И оно бы смотрелось более-менее здорово. Ну и само собой поменял бы поле, которое, к сожалению, меня просто вымораживает. Да, пока что посмотрел я по стадионам, ребят, у нас опять до сих пор один стадион. И опять я вот думаю, что в этом проблемы кроссплатформенности они просто ни хрена не сделали. Во-первых, игра на движке полторашном, грубо говоря, а не новом. Во-вторых, стадионы не сделаны, физика немножечко другая. То есть, если нас сейчас выпустить против ПК-консольщиков, понимаете, у нас один и тот же игрок с ними будет двигаться по-разному. И, ну, таким образом, кроссплатформенность явно не делают. Может быть, Konami все-таки возьмется за голову и оставит мобильную часть мобильной частью, а пока консольную часть пока консольной частью. Мне кажется, вот такое разделение было бы неплохо. По поддержке джойстика, тоже да, на самом деле на данный момент я ее не нашел, возможно, я просто где-то не там искал. Если найду, обязательно, да, ребят, джойстик мне приехал, мне пишут, посоветуй, какой купить. Ребят, я не могу советовать, пока я сам это все дело не протестировал. Вот когда я протестирую, когда я буду точно знать, вот эта вот модель работает, хорошо подошла под игру и так далее, тогда я могу вам советовать. Но представьте, я вам сейчас просто покажу такой, смотрите, я купил этот джойстик, допустим, 10 человек, а может 100 человек такой же джойстик купит, и оно работать не будет. Ну, как бы, кто говно? Я говно, и тут деваться некуда. Поэтому пока я это все не протестирую, джойстик я вам советовать не буду. Хотя те, кто подписан на мой телеграм, ссылку на него оставлю в описании, в принципе, и так знают, какой джойстик я заказывал и каким образом я буду, в общем-то, играть в 22-ю часть, когда эта поддержка будет. Но пока этой поддержки я не нашел. Что еще хочется добавить? Само собой, ждем нормального включения на наших серверах, то есть, чтобы можно было заходить и через страны СНГ, и через страны Европы, и западной, и восточной. Но пока вот только через Японию. VPN через Японию, ну, так, советовать никакой не буду. У меня стоит Псифон, он называется, но у меня премиум-версия. Вот, я ее покупал. Поэтому я знаю, что в основном меня просят советовать бесплатные VPN, но, по-моему, чуть ли не в каждом бесплатном VPN Япония есть, поэтому вы сможете зайти. Вот, второе видео, да, будет по поводу легенд, икон, что забрали, что дали. С этим будем всем разбираться. По этому аккаунту могу сказать, что да, и легенды, и иконы без контрактов, их нужно будет продлевать. С этим тоже, чувствую, будет еще полнейший геморрой. По поводу устройств, которые не поддерживаются, давайте дожидаемся нормального старта игры в наших регионах, у тех людей, которые не поддерживаются. Если эта проблема будет, она, скорее всего, будет. У меня, в принципе, есть уже мысли, как это все дело обойти. Пока что с ребятами, да, спасибо огромное ребятам, которые мне помогают. Саша, Макс, огромное спасибо. Вот, мы тестируем, если все получится, то, естественно, я выложу способ, как это все дело обойти. По крайней мере, игру вы поставить точно сможете, но если ваше устройство тянуть не будет, то, кстати, Konami сделали тут такое охренительное нововведение, как, помните, раньше у нас были 3 настройки графики, средняя, высокая, низкая, и можно было выставлять 60 и 30 FPS. Сейчас, короче, можно поставить, типа, супер херовую графику и 15 FPS. Я, если честно,
честно, не представляю, как играть в 15 FPS, вот, но, наверное, возможно, я абсолютно не стебусь над теми людьми, у которых не слишком сильные устройства, вот вообще никаким образом. Жизнь, она разная, и люди все разные, вот, но играть в это, я думаю, будет очень даже напряжно. Дай бог, если для какого-то количества людей влаха, да, вот такие моменты в 22-й части тоже присутствуют. Тут еще у Криро будет момент, но я его еще пока не выпустил, это я так вам спойлер на то, что будет дальше в видео. Так вот, я буду очень рад, если действительно такие настройки графики, типа ультра низкие и 15 FPS, помогут кому-то продолжать играть в PES. Если он любит эту игру, я буду действительно только рад и только счастлив. Ну а самим Konami хочется сказать, блять, ребята, ругаться нельзя. Ребята Konami, займитесь оптимизацией. Мы не видим такую замечательную картинку, чтобы игра прям лагала, причем на достаточно мощных устройствах. И на достаточно мощных устройствах люди иногда ставят себе среднее качество, низкое качество, потому что, чувствуют пролагивание. С оптимизацией у Konami всегда была беда, я вам приведу пример, вы знаете, есть эмуляторы андроида для компьютеров, куда можно установить PES, там BlueStacks, например, для ПК, или Nox, или еще какие-то другие. Так вот, у меня, у меня не топовая видеокарта этого года, но когда я отдаю всю мощность моего компьютера, это 32 гига оперативки, это Intel 9 поколения топовый, это 1080 Ti на 11 гигабайт. Я отдаю полностью всю эту мощность эмулятору андроида, и у меня 21 PES тормозил. Вы вообще представляете, что это? То есть, там реально частота кадров падала до 12, до 10. Оптимизации абсолютно никакой. Я надеюсь, Konami этим займется. 65-я минута, тем временем я выигрываю, в принципе. По моим движениям на поле вы уже, я думаю, можете почувствовать, что все-таки футболисты стали тяжелее, все-таки они стали более инертные, пас летит не так быстро, с ошеломительными пасами я пока вообще не совсем разобрался, я с ними и на ПК не разобрался, я всегда обычными пасами играю, нормально получается, я нормально выигрываю, зачем мне эта ошеломительность, я, если честно, не понимаю. Получается разыграть быструю атаку, тут такая передача на Салаха, и Салах попадает прям во вратаря. Да, с ударами тоже, кстати, стало как-то потяжелее, очень часто они бьют по центру ворот, и, к этому тоже придется привыкать. Самое время сделать заменки, заодно посмотрим, добавили ли нам каких-то анимаций. На начале матча, как вы видите, анимации не добавили, а на ПК они прикольные. И команды выходят, и футболистов нам представляют. Вообще смотрится действительно здорово. Это вот та обертка, без которой вкусная конфета продаваться не будет. Конфета может быть 10 раз вкусная, но если нет красивой обертки, к сожалению, ее не купят. Давайте посмотрим по заменам. Ага. Да, конечно, разбежался Морж, тебе еще на замены делать анимации, да? Мы чё там? У нас чё, полмиллиарда скачиваний? У нас чё, много людей играет в игру, чтобы мы вот такие вещи делали? Ребят, если вы заявляете полмиллиарда скачиваний, то давайте соответствовать, уровню, по крайней мере, про который вы мечтаете, который вы сами себе выдумываете. На самом деле, я абсолютно уверен, что никаких там полмиллиарда нет. Вообще, даже близко. Просто. К сожалению, анимации нам не завезли. Возможно, завезут и в дальнейшем патчами. Я уверен, что сейчас все силы разработки PES Mobile, а это на самом деле дохренища, в общем-то, существ. Да, я не просто так сказал существ. Это не люди, это не всегда люди. В разработке PES Mobile сейчас участвуют Человек, Собака и Фикус, который стоит на полке. В общем, они стараются, естественно, они не могут все сделать, зрители у нас все так же картонные, к сожалению, анимации нет. Но мы надеемся и ждем. Вообще, по-моему, надеяться и ждать — это просто отличительная черта двух экземпляров. Это Хатика, он всегда может надеяться и ждать, и это игрок в PES Mobile. Он сидит рядом с Хатика, только Хатика ждет хозяина, а игрок в PES Mobile ждет, когда PES станет топовой игрой. Вы помните, я надеюсь, вот есть еще старички на моем канале, когда вышла 17-я часть, господи, какие разговоры были. Просто FIFA идет нахрен. Мы смотрим на этот геймплей, все классно, все охренительно, да, охренительный Роналду тоже у меня присутствует, просто лучший момент. Роналду там обворота большие, видел, вот такие с сеткой, вот в них надо попадать, не мимо них, а в них, да, это сложно, я понимаю, с метра, но тем не менее. Такие моменты, кстати, в 22-й части и на ПК присутствуют, ну и вот теперь мы видим, что присутствуют на мобилке, когда просто в упор попасть не могут. Так вот, когда вышла 17-я часть, мы с горящими глазами на нее смотрели, блин, классный геймплей там, и заменочки, и выносливость, и даже стрелки, все воспринималось суперски, все воспринималось в новинку. Да, было небольшое количество событий.
и оно осталось, такой спойлер вам наперед. И мы думали, ну блин, конечно, сейчас выпустили игру, событий не особо много, но они ее выпустили, они ее будут развивать, и событий станет больше. Как же мы ошибались. Как же мы ошибались на самом деле. За прошедшие 4 года поменялось, ну, практически ничего. Почти 5 лет уже прошло. Вот, надеемся. И каждый год, вот действительно, каждый год мы надеемся, что станет лучше. Мы надеемся, что появится какой-нибудь студент, не знаю, в компании, ну, в штате разработки, конечно же, Konami, который скажет: ребят, я мечтатель, я вот пришел, я хочу с вами делать игру, но у меня есть мечты, я хочу показать, как можно сделать крутую мобильную игру. И ему довериться, и он сделает. Бывают же чудеса в жизни, на самом деле нужно верить в чудеса. Да, тут я умудрился еще и на 90 плюс минуте пропустить, но для всех, кто играл в мобильную версию, голы на 90 плюс и на 45 плюс это просто классика. Мои защитники не справились. Ну и судя, в принципе, по матчу вы могли наблюдать, насколько быстро у меня устали игроки и насколько действительно здесь жжется выносливость. Я надеюсь, это ошибка, я надеюсь, что может быть это из-за того, что сыгранности у команды нет, я ее не прокачивал, так чисто пошел матч. Но если это будет так и в дальнейшем, то раньше мы обходились 3 заменами и меняли в основном, там, не знаю, 2 центральных нападающих, атакующего полузащитника, то сейчас нужно будет замены держать под всю команду. Вот такие дела. Вот такой вот матч. Пиши, нравится тебе то, что ты видишь, не нравится тебе то, что ты видишь, я с удовольствием почитаю. Ну и ждите ролик «Первый заход», где будем разбираться с иконами, контрактами и всем остальным. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.